Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это новый выпуск шоу Virtual Player, в котором я беру локации из старых ретро-игр и полностью пересобираю их в 3D, чтобы взглянуть на окружение глазами главного героя игры. Погнали! Недавно я посмотрел обзор у Pixel Devil на игру Renegade, в которую очень часто играл в детстве. К сожалению, не помню, прошел я ее или нет. Если вы помните, локации в этой игре имеют изометрический вид. И я подумал, а почему бы не попробовать собрать их полностью в 3D, чтобы погрузиться, так сказать, в атмосферу этого битэмапа. Сначала я подумал, может быть, собрать локацию самую первую, где мистер Кей в американской версии или Кунио в японской сражается в метро. Но потом, немного пораскинув мозгами, я понял, что все-таки, наверное, не стоит браться за эту локацию, так как она достаточно сложная в воспроизведении. Поэтому я посмотрел полное прохождение игры и нашел там один уровень, где главный герой сражается с бандой теток. Улица там нарисована так, что уже в самой игре видно 3 стороны окружения. Проблема была в том, что мне нужно было дорисовать локацию вверх, чтобы я при моделировании понимал, где у них там крыша. Насчет отсутствующей 4-й стены я решил сделать там просто забор и дверь. Размеры я брал как есть. У меня получилось 1 пиксель, это 10 сантиметров. Моделировал я все это дело в программе Blender и начал с дома с лестницей и фонарем, чтобы понять, получится у меня что-то или нет. Дом сам по себе получился довольно неплохо. Я затекстурировал его и поначалу хотел текстуры сделать просто ровными, гладкими, одноцветными, как, собственно, в 8-битной игре. Вот. Но посмотрев на все это дело, я понял, что достаточно пресненько все получается. И, в принципе, возможности блендера у меня позволяют сделать что-то чуть-чуть более интересное. Поэтому я стены заполнил небольшим рельефом, добавив на него царапины и точечки, как будто это штукатурка там, ну или какой-то бетон. На окна я добавил такой эффект пыльных темных стекол, чтобы было более реалистично. При этом полностью уходить в реализм, конечно же, не хотелось, потому что все-таки локация должна быть узнаваема. Кирпичи я оставил как есть, полностью их перенес. Также накинул на них небольшую текстурку рельефную, чтобы, опять-таки, они выглядели более интересно именно на рендере. Следующим было здание с надписью «Кадо» и прислоненным к ней плакатом «Бир» и такой закрытой дверью. Здесь все то же самое. Окна я просто скопировал, облицовочную плитку я тоже сделал в стиле игры, добавив на нее небольшой рельеф. Дверь я все-таки решил делать не просто серой, а добавил на нее такой ржаво-металлический материал. Опять-таки с целью разнообразия окружения. У меня получилось 2 здания, и если посмотреть, то получается, что у нас, в общем-то, здесь 3 здания, 2 из которых одинаковые. У нас получилось 2 здания Кадо. На надпись Кадо я добавил небольшой эффект свечения, как будто бы она там с лампочкой. А дальше у нас 2 боковых здания, которые, в общем-то, не особо изобилуют деталями, но, тем не менее, они очень важная часть. Левое здание состоит из 3 кусков, внизу у него находится дверь и несколько, не совсем разборчивых объектов. Размеры двери я перенес с уже имеющейся у меня двери. По высоте здания сделал. Естественно, здесь никаких проблем не возникло, так как детализация здания достаточно простая. Осталось только понять, что это за непонятные штуки. Вроде бы надпись и какой-то, наверное, ящик с электрическими проводами, или что-то такое. Надпись я легко сделал. Решил ее вот такой вот оставить просто светящейся прямоугольной коробкой. А вот когда я начал делать ящик, я уже посмотрел на него и подумал, а почему бы не сделать из него кондиционер? Все равно каких-то конкретных деталей на нем не видно, так как он находится в перспективе, а кондиционер на его месте смотрелся бы достаточно лаконично и более интересно. Под кондиционером я положил какой-то брусок. Не совсем понятно, что это, тем более там видно буквально 4 пикселя от него. Потом уже в процессе моделирования я решил сделать этот брусок просто ржавой трубой. Как будто бы кто-то шел, бросил трубу, там, я не знаю, ремонтировал что-то. Получилось достаточно, по крайней мере, лучше, чем просто брусок. Следующий дом, который справа находится, он вообще у нас просто коробка. Я его просто скопировал, не стал ничего на него накидывать. Теперь, когда у меня появилась основная коробка локации, ее нужно было наполнить какими-то более интересными деталями. Интересных деталей у нас здесь получается только мусорные баки. Снял с них размеры, не стал делать материал для них просто синей краской, а
перекинул тоже с той же двери, взял ржавый металл. При этом форма все-таки еще видно, что такая более-менее мультяшная. Расставил 2 бака и подумал, а почему бы не сделать еще один бак опрокинутым с открытой крышкой? Было бы более жизненно, как обычно в каких-нибудь боевиках, там в темный переулок, и там обязательно бак перевернут, валяется все. В общем, сделал я еще один бак на боку с откинутой крышкой и тоже раскидал их немножко так по локации, чтобы они были повсюду. Ну и немножко добавлю об основном элементе всей этой локации, конечно же, асфальте, который здесь занимает, наверное, большую площадь. Как мы видим в самой игре, он просто темно-синего цвета. Но, естественно, это было бы не так интересно. Тем более, что у меня здесь уже находится несколько источников света. Вот эта вот лампочка на входе, красный фонарь пресловутый. И было бы очень круто все это дело увидеть в отражениях на мокром асфальте. Но при этом, опять-таки, не хотелось пихать сюда какую-то текстуру асфальта, взятую из интернета, потому что это было бы слишком инородно. Поэтому я текстуру взял асфальта мокрого, но при этом перекрасил ее в тот самый темно-синий цвет, добавив, естественно, трещины, огромное количество луж и ямочек, что придало такой более-менее реалистичный вид, но при этом сам асфальт остался таким темно-синим, именно как в игре. Ну и при этом, естественно, в 3D все это смотрелось гораздо круче. В целом локация уже была готова, осталось только сделать 4-ю стену, которую не видно на скриншоте. Ну, как и задумывал, я сделал там кирпичную стену с входной дверью, чтобы в эту локацию можно было зайти и как бы попасть в полностью трехмерное окружение. Ну, чтобы стену сделать поинтереснее, я добавил на нее постеры из локации метро, добавил на них освещение, как будто это такие светящиеся рекламки. Ну и, в общем-то, получилось достаточно интересно. И я решил добавить классических разбросанных бутылок и мятых газет. Для текстуры газеты я использовал уменьшенный плакат с гангстером, помял немножко саму вот эту форму газетки и раскидал по локации. И бутылки также расставил все по локации. Ну и напоследок я решил добавить врагов и босс, вот эту большую тетку. К сожалению, не помню, как ее зовут, но она очень злая. Врагов я решил добавить из японской версии и из американской. Вот этих 2 вида теток с сумками, которые мутузят главного героя. Поначалу врагов я сделал просто такими картонными картинками, которые стоят посреди уровня. Но, посмотрев на это все дело, я понял, что как-то не очень это выглядит. Поэтому решил сделать их воксельными, чтобы они какую-то форму такую более интересную имели. И после того, как враги уже были готовы, я решил, что неплохо было бы добавить и, в общем-то, самого главного героя игры из американской версии. Для него я специально нарисовал вид спереди и вид сзади. И последний штрих у меня остался сделать какую-то карту окружения, чтобы при взгляде на небо или куда-то за локацию было видно какой-то город. И здесь я использовал нейросеть Midjourney и попросил ее там мне нарисовать ночной Токио в пиксель-арте. Она мне нарисовала, я это дело все размножил и просто добавил в окружение. Таким образом получилось достаточно интересно. Ну вот, в общем-то, и все. У нас готова локация, и можно уже наконец-то погрузиться и посмотреть изнутри мир игры Renegade. Погнали! Мы находимся у входа в локацию, двери открываются, заходим. Ну, давайте начнем наше путешествие с 4-й стены, которую, в общем-то, не видно в игре. Как видите, здесь я поместил такой кирпичный забор, на нем яркие светящиеся баннеры. Теперь левое здание, которое находится в перспективе, высокое, на нем вот вывеска светящаяся. Здесь у нас кондиционер. Труба, которую кто-то потерял. Дверь пошорканная. Непонятно, куда она ведет. В игре она никак не обыгрывается. Правое здание высокое с ровной стеной. Здесь у нас помойка. Здесь все в помойках. Заглянем в вот этот закуток. Здесь у нас тоже мусорный бак, газета и вход во второе здание кадов. Здесь у нас знаменитое здание с красным фонарем. Давайте для начала попробуем подняться по ступенькам и посмотреть, что у нас здесь. Вообще, изначально я здесь хотел сделать комнату, как в игре, где нужно бить тетку Босиху. Но когда я уже смоделировал и зашел сюда, чтобы посмотреть, я понял, что это будет не комната, а просто какая-то каморка. Поэтому от этой идеи я отказался. Спускаемся.
Так, здесь у нас здание Кадо основное. Вот она, табличка с надписью «Бир». Давайте заглянем теперь вот сюда, в основной закуток, который лучше всего видно в самой игре. Мусорный бак, немножко бутылок. Ну и немножко давайте оглянемся в асфальт. Как видите, трещины имеются, синий цвет, отражение луны, отражение красного фонаря. В общем, выглядит достаточно атмосферно. Так, теперь давайте расположим здесь врагов. Со всех сторон нас окружают враги. И главный герой здесь тут же появился. Наш дорогой Кунио-кун, он же Мистер Кей. Давайте теперь посмотрим, какие они по размеру. Высоту камеры я расположил примерно на уровне глаз главного персонажа. Поэтому мы их видим такими, какими он бы их видел, собственно, в игре. Американскую версию врагов мы посмотрели, теперь мы посмотрим японскую версию врагов, такие теточки с портфелями. И давайте взглянем на главного босса. Она у нас тут спряталась в темноте. Как видите, достаточно здоровая тетка, поэтому она легко может навалять Кунио. Если бой будет происходить, то это будет примерно вот так. Мы смотрим вот так на эту тетку, немножко там от нее уворачиваемся, бьем ее, подбегаем вот к этой тетке, бьем ее, бежим вот сюда, с разбегу бьем вот эту тетку, прыгаем на вот эту, тоже раскидываем. Ну, это примерно такой бой. И что видит персонаж во время боя. Так, теперь давайте, кстати, заглянем в переулок вот в этот. Ну-ка, что тут у нас находится-то? ОПП! Тут у нас под фонариком уснула одна из вражин. Видимо, слишком много выпила. Миссию не выполнит. Персонажа не остановит нашего. С точки зрения боя мы все примерно посмотрели. Теперь давайте посмотрим на все это дело с необычных ракурсов, переместившись на летающую камеру. Итак, давайте для начала посмотрим на эту локацию с точки зрения Денди. Как это выглядит на Денди. Ну, примерно ракурс найдем тот же самый и сравним, что у нас получается. Ну, примерно вот так вот, да? То есть здесь у нас вот одно здание, второе. Ну, естественно, на Денди вся перспектива переискажена, но тем не менее, вот так получается. Так, теперь давайте перелетим на соседнее здание, на противоположное. И посмотрим с него, как выглядит локация. Здесь имеется заборчик, враги, все хорошо. Так, теперь перепрыгнем на следующее здание. Так, тут как у нас, ну, тоже достаточно интересно. Ну, взглянем на эту нашу пьющую, как она там в переулке валяется. Ну и давайте на самое высокое здание заскочим. Вот, кстати, у нас тут окружение, сгенерированное нейросетями. Так, ну, достаточно интересно. То есть мы как будто бы камеру Денди повернули на 90 градусов. Прикольно. Летим дальше. Так, давайте теперь посмотрим, как все это дело выглядит из окон. То есть как будто бы мы из окошечка наблюдали за происходящей дракой. Вот тут тетки нападают на главного персонажа, на Кунио, мистера Кея, раскидывают его. То есть, в принципе, наблюдать за этим делом из этих самых окон очень-очень удобно. Давайте еще перескочим в какое-нибудь вот это вот окошечко. Ну, интересненько, да. Главное, что рекламку видно. Можно посмотреть рекламку из метро. Прикольно. Но давайте еще вот взглянем, как, например, все это дело выглядит из дверей. Если бы я, например, спустился по ступенькам и вышел посмотреть, что здесь происходит. Ну, может быть, давайте еще взглянем на все это дело из какого-нибудь такого переулочка. Ну, как-то вот так вот, да? Ну, неплохо. Ну, пожалуй, на этом можно и закончить. Локация получилась достаточно интересной, атмосферной, ночной. Мы посмотрели все это дело глазами главного героя игры. Можно со спокойной душой снимать очки. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал. Также можете вступить в группу ВКонтакте или поддержать меня на сервисе Boosty. Надеюсь, новое видео у меня на канале появится очень скоро, так что еще увидимся.